Приветствую вас на нашем канале. В заключительной части трилогии, посвященной фаэтонской цивилизации, мы поговорим о том, что оставили фаэтонцы на Земле. Вернулись ли когда-нибудь на Землю? Куда исчезли 7 фаэтонцев, которые остались на Земле после гибели их планеты? И, как я обещал, вас ожидает сенсационный сюрприз. Итак, начинаем. Изначально мы посетим места пребывания фаэтонцев и изучим артефакты и строения, которые связаны с фаэтонцами. Начнем с Индии. Один из артефактов – это железная колонна в Дели. Колонна высотой 7 метров и весом более 6 тонн под названием Кутубова колонна. Известна она тем, что за более чем 1600 лет практически не подверглась коррозии. Но возраст этого артефакта, скорее всего, намного больше. Железная колонна – одна из достопримечательностей Индии. Считается, что если стать к ней спиной и охватить ее сзади руками, это принесет счастье. Или если загадать желание, то оно сбудется. Но кто создал данный столб, который современная промышленность не может воссоздать? Состав колонны известен – это 100% чистого железа. Но что сохраняет данный объект практически без изменений более 1600 лет, неизвестно современной науке. Но данный столб – это только одна часть мощной энергетической установки, созданной фаэтонцами в глубоком прошлом и переданные в помощь древним жителям. Но давайте прочитаем в древних летописях, что представляла собой установка и из чего она состояла. Есть упоминание, найденное на древних раскопках. Есть 7 столбов, смотрящих в небо, круг вечности на них замкнут. Мы можем вечно жить у склепа, здесь ветки вечности растут. В древних записях есть подробное описание энергетической установки, которая даровала людям бессмертие, излечение от всех болезней и даже возвращала жизнь. 6 столбов располагались по кругу, а 7-й находился в центре. Состав всех столбов был разный, но самый интересный был столб 7. Он был создан из 6 металлов, и эти металлы были как будто закручены спиралью. А сердцевина 7 столба представляла металл черного цвета с блестящими голубыми прожилинами. О составе сердцевины нет никаких записей, есть только упоминание, что 7 столб появлялся в центре круга ночью, один раз в новолуние, и утром исчезал. Существуют записи о том, что если кто-то пытался приблизиться к кругу, когда там находился 7 столб, не могли подойти ближе, чем на 150-200 метров. А возвратившись домой на утро, они не могли пошевелиться от слабости и недомогания. Жители относили их в центр круга и оставляли на несколько часов, и заболевшие сами приходили домой полные сил и полностью здоровыми. К сожалению, при раскопках был найден только один железный столб. Другие столбы были или распилены и расхищены искателями кладов. Также был найден каменный артефакт Шива-линга, символ божественной силы, а также 7 колонн, изготовленных из черного камня, 6 столбов из красного песчаника. Но это были уже попытки воссоздать древними утраченную энергетическую установку. И, конечно, пользы от каменных столбов не было никакой. Правда, как и вреда. Еще хотел заострить ваше внимание на конфликте, который разразился в Древней Индии, и если бы не фаэтонцы, сейчас не было бы ничего живого на нашей планете, и возможно, что даже и наша планета превратилась в такой же пояс астероидов, который мы наблюдаем между Марсом и Юпитером. Но подробнее о этом драматическом событии поговорим позже, в этом ролике. Теперь мы отправимся с вами на другой континент, а точнее Америку. Современную Мексику. Кто был в Мексике, видели, что сувениры в Мексике содержат изображения черепов в разных видах, и это неспроста. Это воспоминания о преданиях богов, которые создали фантастические артефакты. Но вот еще один, а точнее 7 артефактов, оставленных фаэтонцами землянам, это хрустальные черепа. А точнее не хрустальные, а очень похожие на хрусталь. Фаэтонцы оставили в одной древней, искусственно созданной пещере 7 черепов из материала с фантастическими свойствами. Эти черепа
были расположены по кругу на специальных подставках из неизвестного металла. Стоило человеку попасть в центр круга, черепа начинали светиться изнутри странным светом, и чудесным образом вокруг черепов появлялось изображение лица. Появлявшиеся лица были все разные, а это значит, что они отображали фаэтонцев, которые остались на нашей планете. В центре человек начинал ощущать необыкновенную легкость, и через мгновение он погружался в облако, похожее на туман, но с необыкновенными свойствами. Но в то же время человек ощущал себя в другом мире. По легенде, передаваемой из уст в уста, попасть в пещеру удалось одному деревенскому пастуху. Он был с рождения слабоумным, и все над ним издевались. Он был бедным. У него не было семьи. Родители бросили его в детстве, и он жил на то, что ему давали жители деревни. Началось землетрясение и камнепад, и он спрятался в небольшой пещере. Вдруг в глубине пещеры он увидел свет. Пойдя на свет, он попал в другую большую пещеру. Подумал, что нашел склеп, пошел обследовать его и попал в круг из черепов. Увидел это чудо. Испугавшись, он побежал в деревню, рассказал жителям, что с ним произошло. Ему никто не поверил, но слухи разошлись. Это событие произошло в 1853 году в районе Табаско. Но что удивительно, после возвращения из пещеры пастух выздоровел и умственно, и физически. Его умственные способности настолько улучшились, что у него открылся дар к врачеванию. Он начал зарабатывать на продаже редких лекарственных сборов и стал с легкостью лечить людей. Слава о нем распространилась далеко, он быстро разбогател и обзавелся семьей. В дальнейшем он редко рассказывал о том, что с ним произошло, но дальнейшая судьба этого человека неизвестна. Отсюда и пошла история о черепах, и множество авантюристов и государственных и военных экспедиций, в том числе нацистская Анненербе, выезжали в данный район, но скорее всего они не смогли ничего найти. Фаэтонцы хорошо скрыли свои тайны от человечества, а богатенькие дурачки по всему миру накупили в свои частные коллекции подделки черепов. Сейчас мы отправляемся из Мексики в Южную Америку на плато Назки. Это необъяснимый артефакт, а точнее легко объяснимый. Как мы знаем, фаэтонцы помогали человечеству на разных континентах, и в современном Перу они оставили такие значимые свидетельства, которые ни один скептик не сможет опровергнуть. Рисунки Назка – это гигантские фигурные геоглифы на плато Назка в южной части Перу. На плато сегодня известно около 30 рисунков птиц, обезьян, пауков, цветов и другого, а также около 12 тысяч линий и полос и порядка 690 геометрических фигур, треугольников, трапеций и около 100 спиралей. Что странно, фигуры плато Назка неразличимы невооруженным глазом из космоса. Изображение колибри имеет размер около 50 метров. Паук имеет размер около 46 метров. На плато Назка есть рисунок, изображающий даже астронавта высотой около 30 метров. А на плато Пальпа находится больше 10 изображений человеческих существ. Почти все рисунки выполнены в одном огромном масштабе, в одном стиле. Контур очерчен одной непрерывной линией. Ровные линии уходят за горизонт, пересекая русло рек, холмы, не отклоняясь от своего направления. Современные карты и геодезические методы не имеют возможности провести на местности линию длиной 8 км так, чтобы отклонение не превышало 0,1 градуса. Форму изображений можно наблюдать с высоты птичьего полета. Естественного возвышения рядом не существует. Данные рисунки можно рассмотреть только на определенной высоте, не выше и не ниже. Сами линии и полосы и рисунки нанесены на поверхность путем извлечения грунта в виде бороздок шириной не более 140 см и до 50 см глубиной. Фаэтонцы создали в древности для жителей Перу аэродромы и небольшую эскадрилью летающих аппаратов, очень похожих на наши самолеты. В помощь древним перуанцам на летательных аппаратах были установлены энергетические установки для создания каналов, для орошения посевов, а также для выравнивания участков земли, для поселений и других бытовых целей. Можно предположить, что местный житель, обладающий художественными навыками, взлетев на определенную высоту на летательном аппарате, созданном фаэтонцами, решил запечатлеть, что у него было в память. И в том числе и фаэтонцы в скафандре. Или, может быть, это были роботы. После некоторых событий фаэтонцы опасались напрямую общаться
жителями Земли и направляли исполнительные механизмы, то есть роботов, для общения с жителями Земли. В Южной и Северной Америке есть много различных артефактов, оставленных фаэтонцами, но мы с вами рассматриваем наиболее важные и сенсационные проявления, и поэтому отправляемся дальше в Африку, а точнее в Египет. Поговорим о пирамидах. Это одни из самых загадочных сооружений. Возраст пирамид по официальным источникам составляет около 4000 лет до нашей эры. Но есть предположение, что истинный возраст пирамид намного больше. И эти сооружения были построены или лемурийцами, или атлантами, а скорее всего лемуро-атлантами, с помощью фаэтонцев. Пирамиды имеют много скрытых пространств, а точнее комнат. Размер пирамид был несколько другим, они были больше сегодняшних размеров. Но за счет катаклизмов, которые обрушились на лемуро-атлантов, пирамиды потеряли часть внешней оболочки. И это была самая значимая оболочка, которая несла важные свойства пирамид. Фараоны получили пирамиды в полуразрушенном виде, и они попытались их восстановить, но не имели представления о материале, который находился сверху на пирамидах, и поэтому сделали из того, что было. Жрецы Египта имели древние записи о фантастических возможностях пирамид. Конечно, даже в сегодняшнем виде пирамиды обладают многими необычными свойствами. Утверждается, что человек, побывавший в пирамиде, получает иммунитет от многих болезней, а вода получает необычные свойства, улучшая функционирование всего организма человека. У человека, находящегося внутри пирамиды, улучшается память и усиливаются мыслительные способности. Если поместить внутрь пирамид лезвия, они сами затачиваются. Кто-то проращивал семена, удивляя всех последующих в схожести посевов и урожая. Кто-то сохранял скоропортящиеся продукты без холодильника. Многие последние исследования показали, что если расположить в пике пирамиды приборы, фиксирующие некоторые виды энергии, приборы зафиксируют мощный всплеск энергии. Но давайте разберемся, для чего были созданы такие громадные сооружения. Не для того же, чтобы затачивать металл и проращивать семена. Пирамиды сориентированы своими плоскостями по частям света, и за счет этого создается энергетический резонанс, то есть многократное увеличение излучения. Недаром авиакомпаниям и частным самолетам запрещено пролетать над пиками пирамид. Как я уже говорил, в пирамидах есть много комнат, уже открытые учеными, так и до сих пор не открытые. Вспомните саркофаги, в которых были схоронены фараоны. Жрецы смогли создать только имитацию данных капсул, которые не дошли до времен египтян. Фараоны верили, что саркофаги могли оживлять, но оказалось, что у них с оживлением ничего не вышло. Тогда они предложили другую теорию, что после смерти помещенный в саркофаг перемещается в другой мир. В этом есть своя правда, только не в саркофагах египтян. Хотя они сделаны были из золота, капсулы, которые использовали лемуро-атлантами, были переданы фаэтонцами и состояли из металла, похожим на золото. Но это был неизвестный металл, обладающий феноменальными свойствами. Капсулы не сохранились до нашего времени или плохо их искали. Капсулы предназначались для того, чтобы лечить, воскрешать, а также перемещаться в космосе. Капсулы были трех видов и располагались в разных комнатах пирамиды, и в зависимости от расположения они выполняли одни или другие функции. Самое сложное и по конструкции, и по габаритам была капсула перемещения. С помощью ее можно было перемещаться на другие планеты, на которых были аналогичные пирамиды. Многим известно, что на Марсе были обнаружены полуразрушенные пирамиды, и была обнаружена статуя сфинкса. Очень странно, но почему-то на Марсе присутствуют практически те же самые артефакты, которые имеются на Земле в Египте. Как мы уже знаем, фаэтонцами на Марсе были подготовлены подземные города, и как раз входы в эти города находились через пирамиды. В Египте тоже есть входы в земные и подземные города фаэтонцев. Попасть в них можно только через пирамиды, но найти их там только предстоит. Или необходимо открыть ту информацию, которую от нас скрывают власти. Ну вот, мы рассмотрели основные артефакты из наследия фаэтонцев, лемуро-атлантов. И слегка пройдемся по Солнечной системе и найдем, что находится на других планетах. Как мы уже знаем из одного предыдущего материала, вокруг Земли давно вращаются два невидимых, неизвестных спутника. А на лунную невидимую станцию они периодически возвращаются. И, конечно, много информации существует о базах, которые видели американские астронавты. На Марсе много необычного и странного было обнаружено. В частности, большой космический корабль из блестящего металла. Также многим известно, что американцы очень стремятся попасть на астероид Цереру. Что их туда влечет? Полезные ископаемые?
проблемы? Возможно. Но доставлять с Цереры — это 1 000 000% убытков от доставки. И поэтому это маловероятно. А влечет их туда объект, который хранится в пещере, а точнее космический корабль фаэтонцев. Фаэтонцы оставили на Церере корабль и оборудование, и вполне возможно некоторое послание, но это маловероятно. Ну вот почти все, что я хотел сказать. В заключение будет обещанный сюрприз. И сейчас немного расскажу вам о трагедии, которая произошла в Древней Индии. И если бы не фаэтонцы, то не было бы нашего мира и нашей Земли. Индия была излюбленным местом контакта фаэтонцев с древними цивилизациями Земли. В древнеиндийском эпосе Махабхарата есть описание войны с применением различного вида оружия. В Дрона Парва описаны взрывы, похожие на огромные огненные шары, вызывающие бури и шторма. Взрыв сравнивается с раскрытием гигантского гриба. После взрыва оставшиеся в живых люди заболевали, и симптомы заболевания в точности соответствовали признакам лучевой болезни. У них возникали приступы рвоты, выпадали волосы, ногти, а затем наступала смерть. А также есть упоминание в Рамаяне, в поэме на санскрите. Возник вдруг мощный вихрь, и казалось, что солнце приблизилось к земле. Мир, спаленный пламенем, раскалился. Слоны и другие животные, сжигаемые энергией этого оружия, старались спастись бегством. Даже вода стала горячей. В Махабхарате приводится обращение фаэтонцев к древним индийским правителям и обеспокоенные последствия применением оружия. Вы жестокие и подлые, упоенные и ослепленные властью, с помощью железной молнии вы принесете гибель собственному народу и всей земле. Если вы не уничтожите железную молнию, мы уничтожим ваш город. Правители не услышали фаэтонцев, и им пришлось применить аннигиляционное оружие. Они поступили умно, послали робота, который передал сосуд с антивеществом одному из правителей, который начал уничтожение других городов с помощью железной молнии. И когда они приняли робота, он разбил специальный сосуд, и произошел аннигиляционный взрыв. Количество антивещества было подобрано ювелирно, что взрыв уничтожил только дворец правителя. К тому же фаэтонцы установили защиту для города от уничтожения. Узнав об оружии фаэтонцев, все правители, участвующие в конфликте, приняли решение о уничтожении железной молнии. В Мусала Парва упоминается добровольный отказ от оружия и об их уничтожении. После тягостных раздумий правители приказали уничтожить железные молнии, разбить их и размолоть в порошок. На кораблях порошок был вывезен в море и рассеян. Фаэтонцы после этого случая уничтожили все устройства, которые были переданы по всему миру, и полностью прекратили контакты с землянами. Они поняли, что захватнический ген им не удалось погасить в человечестве, и предоставили развитие земной цивилизации самим землянам. Они сосредоточились на подземных городах на Земле, на Марсе и Луне. Куда они исчезли? Скорее всего, в другое измерение. И остались другой цивилизацией, наблюдая за нашей, чтобы мы окончательно не уничтожили планету. На этом все. Через неделю выйдет очень маленький сенсационный ролик, примерно на 1 минуту, в котором вы увидите реконструкцию фаэтонцев. Описание удалось найти в одном документе, который я также предоставлю вашему вниманию. Всего хорошего, до новых встреч и подписывайтесь на наш канал.